Приветствую всех на своем канале. Сегодня видео про случку кроликов, а точнее про контрольную случку кроликов. Что такое контрольная случка кроликов и зачем я ее использую в своем хозяйстве, я вам расскажу в этом видео. Также с вами поделюсь своими наблюдениями, точнее нюансами такими, которые я обнаружил у самок на ранних стадиях беременности. Итак, начнем. Что такое контрольная случка кроликов? Ну, я буду выражаться своими словами. Контрольная случка кроликов – это очередная подсадка самки к самцу для определения беременности самки. Ну, если вы знаете более точную информацию определения контрольной случки, пожалуйста, напишите в комментариях. Я выразился своими словами. Для чего я использую эту контрольную случку в своем хозяйстве? Тут все очень просто. Для того, чтобы экономить кучу времени. Сейчас более подробно расскажу. Смотрите, как проходит обычная случка кроликов. То есть подсаживается самка к самцу, проходит определенный промежуток времени, 28-35 дней. Самка либо кролится, либо не кролится. Чтобы не ждать эти 30 дней, 28-35 дней, я делаю контрольную случку. Вы наверняка сталкивались с такими вопросами от людей. К примеру, покрыл самку, прошло там 30 дней, но самка, к сожалению, не окролилась. В чем причина, что произошло, да, людям непонятно. Либо такие вопросы, что покрыл самку, самец упал, самец захрюкал, самец завизжал, прошло 35 дней, ей уже рожать, а она даже гнездо не делает, да, в чем причина? Вот. Ну, причин, естественно, может быть много, начиная от линьки, их я перечислять не буду, видео-то не про это. Вот. Но, если бы люди делали бы контрольную случку в свое время, таких вопросов бы у них на данный момент не было. Ну, смотрите, как проходит случка, да, контрольная случка в моем хозяйстве. То есть после основной случки самец там упал, захрюкал, ну, неважно. В общем, покрыл самку, проходит минимум 5 дней, 5-7. Иногда, в редких случаях, я делаю контрольную случку на 10-й день. Берется опять самка и опять подсаживается к самцу. Но хочу тут подчеркнуть, что не забывайте, что когда вы садите самку к самцу, обязательно обращайте внимание на то, как она себя ведет. Обязательно, все нюансы. Скачет она от него, убегает, рычит, кусает или что она делает. Либо просто спокойно поднимает хвостик, самец делает свое дело, вы ее убираете. Это вам пригодится в дальнейшем на контрольной случке. То есть, смотрите, садите ее проходит определенный промежуток времени, пусть 10 дней, да, возьмем грубо 10 дней. Берете 10 дней, через 10 дней берете самку, подсаживаете и смотрите. В принципе, это много времени не занимает, там секунд 10-20, при том, что если самка беременная, да, может быть где-то чуть больше. То есть берете, подсаживаете и смотрите, как себя ведет самка. Там в 90% самка будет издавать звуки. Это, в 90%. В других случаях она может его кусать, стучать лапами, пытаться, я не знаю, там укусить его за лицо, еще за что-нибудь. Вот. И вы сразу начинаете понимать, что разница между первым разом, когда вы садили, и контрольной случкой, она видна. То есть, если первый раз вы ее посадили, она вела себя спокойно, а на второй раз она уже кусается, стоит задуматься. Скорее всего, самка беременная. У меня буквально был недавно случай. Я посадил самку к самцу, она спокойно себя дала полюбить. Самец ее покрыл, через 10 дней я сажу ее на контрольную случку, и она начала его кусать. Все, естественно, я понимаю, что самка, на 99%, если не на 100%, она беременная. То есть, смотрите, да, если бы я не посадил ее на контрольную случку, я бы просто сидел, потирал ладошки, ждал там 30-35 дней, когда же моя самка окролится, а по факту она бы мне, возможно, вообще бы ничего не принесла, а я бы потом сидел и думал, что же я сделал не так, почему она не окролилась. Вот для этого и нужна, это самая основная причина, для чего нужна контрольная случка. Экономия
экономия времени. То есть за 30 дней я могу, ну пусть она первый раз не покрылась, неважно даже, да, что если самец ее покрыл, и вы уверены, да, что вот он упал, как вот особенно это новички. Но у меня же кролик упал, значит он ее покрыл. Нет. Тут, может быть, опять же, возвращаемся к причинам непокрытия. Это линька, это самка зажирела, там самец нерабочий. Ну, в общем, опять же, скажу, что причин много. То есть, если вы садите на контрольную даже через 10 дней, и она опять спокойно подпускает себя к самцу, то есть вы можете же ее еще раз покрыть. А потом, если она опять не покрывается, то есть еще раз через 10 дней. То есть вы не ждете 30 дней, вы каждые 10 дней, к примеру, вы ее сажаете. То есть за месяц можно ее покрыть 3 раза. Пробовать покрыть, а не ждать 30 дней. Вот это самый, так скажем, аргумент вот этой контрольной случки, почему я ее делаю. Я уже не беру во внимание, как определяется беременность. Там уже у меня свои нюансы, там и взвешиваю, там... В общем, и так далее, и так далее. Но контрольную случку я делаю обязательно. Иногда вот ко мне друзья обращаются, знакомые, и говорят, ну, слушай, Серега, вот я вот, ну, разговариваю с ними и спрашиваю, ну, что, как у тебя акролы там и так далее. Он говорит, ну, слушай, уже за 30 дней перешло, а самка что-то даже, ну, и не пытается сделать гнездо. Как бы, а я у него спрашиваю, а на контрольную случку садил? Нет. Я говорю, а почему? Да, не знаю, что-то времени не было. Блин, ну, друзья, ну, контрольная случка занимает всего, ну, максимум минуту, где вы можете за эту минуту определить, покрылась самка или нет, стоит ее дальше держать, ну, я имею в виду ждать от нее акрола или посадить ее повторно. То есть вот такие вот маленькие нюансики, да, вот эти вот наша лень, и, ну, отсюда вот они и вытекают. То есть он просидел, мой товарищ, там, 5 самок, ну, к примеру, 5 самок подсадил, 5 раз контрольных не сделал, они все 5 прохолостили, так скажем. Просидел 30 дней, и все, и остался без ничего. Поэтому я всегда всем своим знакомым, друзьям, либо просто покупателям, людям, которые у меня покупают кроликов, я всегда говорю, посадили, пусть покрыл, через 5-10 дней садите на контрольную случку, чтобы вам не сидеть, не ждать 30 дней. Все, опять же повторюсь, самый важный аспект в контрольной случке, аргумент, так скажем, это экономия времени. Я понимаю, с этим можно не согласиться, и люди такие будут, и будут мне писать в комментариях, что есть другие способы определения беременности, и я с ними буду полностью согласен, есть, и у меня есть, но как вариант контрольную случку все-таки нужно проводить. Опять же, это мое мнение, и я всем, как еще раз повторюсь очередной раз, что всем своим друзьям и знакомым я обязательно рекомендую делать контрольные случки. Ну а теперь вернемся к моим наблюдениям. Что же все-таки... Ох ты! О, дерутся? Самец на самец. Ну чё, орлы? Так, что я такого понаблюдал, да? Наверное, многие из вас заметили, что у меня опять у кроликов стоят кружки. С чем же это связано? Ой, я не знаю. Погода у нас в Сибири вообще какая-то аномальная. Вот у меня, я перешел на снег, все бы было хорошо. Были морозы за 30 и ближе к 40, и... Да, ближе к 40. Все, они сидели у меня на снеге. Но вот буквально сегодня уже 3-й день, как оттепель, какая-то оттепель. С крыши тает снег. В теплице снег тоже тает. И в итоге я уже 3-й день сменил им кружки, чашки на кружки, опять с водой. Ну, теперь будем ждать, когда опять к нам в Сибирь придут морозы, и я им опять поставлю снег. В Сибири я живу с 2008 года, и этот январь в этом году меня вообще крайне удивил. Такого никогда раньше не было. Для чего я указываю, да, на кружки, чтобы не было вопросов ко мне, что я в прошлом своем видео говорил о снеге, да, что я их перевел на снег, а у самого кружки, да, и я вам просто объясняю, по какой причине. Но как только опять придут к нам более-менее морозы, и чтобы кролики мои не отмораживали уши, я вновь перейду на снег.
вообще раньше когда, получается, смотрите, у меня было 4 самки, ну, не помню, вот, не помню когда, в общем. Я их взвешиваю, и получается, они потеряли в весе. То есть все 4. Я сначала подумал, у меня врут весы, что 4 самки у меня потеряли в весе. Ну да ладно. Следующий акрол, опять же, я взвешиваю самок беременных. Странно, они опять потеряли в весе. Ну, это уже я имею в виду другие. Сейчас у меня самки должны окролиться в январе, 7 штук. И также все 7, как под одну, потеряли в весе. Кто потерял 100 грамм, кто потерял 200 грамм, кто 150. Ну, в общем, вот такой интервал. Не скажу, что там по полкило потеряли, ну, грамм 150, ну, максимум 200 они потеряли. И тут я уже стал задумываться, что здесь что-то не так, что с моими весами все хорошо, в чем же причина? Я стал общаться с друзьями, знакомыми в медицине, которые работают акушерами, гинекологами и так далее. И они мне сказали, что да, во время беременности есть такое, что теряется вес. То есть вот такую вот закономерность я заметил, что самки именно на начальной стадии, вот этот промежуток до контрольной случки, от покрытия до контрольной случки, они теряют вес 150-200 грамм. И тут, в принципе, даже я могу не делать контрольную случку, определив, что самка беременна. Если она беременна, соответственно, она теряет в весе. Вот такое вот у меня наблюдение. Также в комментариях напишите, знали ли вы об этом, что на ранних стадиях беременности крольчихи теряют в весе. Вот. Ну, на этом все, друзья. Будем прощаться. Всем удачи, всем хороших акролов. Пока-пока.